Вот, так что я распускаю торсионы. Значит, смотрите, как это. Короче, когда я это делаю, жопа мокрая. Край резьбового гермета, а на болт капельку. Здесь что-то валяется, какие-то. Всем привет! У нас Volkswagen T4. Это машина моего друга, ну, и также и подписчика. Игорек, привет! Будем менять сцепление. Вот. Ну, помимо сцепления еще тут много работы. Ну, короче, сцепление, значит, будем менять, потому что потек задний сальник коленвала. Вот. Смотрите. Вот, видите? Вот, маховик мокрый. Он снутри, вот сюда течет. Ну, оно, короче, изменилось сцепление, и машина у него уже давно и еще пока не менялась. Вот. Ну, скорее всего, может быть, даже оно оригинальное стоит. Здесь пробег там, сколько там, 200 и 300, наверное, по-моему, тысяч нет. Ну, машин был в хорошем состоянии. Вот. Так что вот сливаем антифриз. Сразу все. Сливаем все масла. Вот. Ну, на данный момент будем снимать коробку. Ну тут еще и потек насос ТНВД. Вот, его тоже ремонтировали, но вот там сзади, с-под как его, вала подсоса, ну, вал, вот, там сальник, ну, поэтому придется снимать насос, там не сальник, а резиновые кольца. Вот, снимать придется насос и тоже менять колечки эти, ну, заодно и буду менять ГРМ. Вот. Ну, скорее всего, покажем пока в основном только по сцеплению, что там случилось. Вот. Значит, коробка у нас с щелком. Вот, с щелком. Вот, также поменяем сразу сальники полуосей, потому что он начинает сыреть. Видите, так-то вроде везде все сухо, но начинает мокреть. Вот, для того, чтобы, смотрите, достать полуось, да, вот, ее открутили, но она ж так не вылезет. Вот, оттуда тоже открутили болт. Вот, но здесь она никак не даст. Вот, так что я распускаю торсионы. Значит, смотрите, как это сделать. Вот, если на яме, то значит надо какой донкрат ставить. Вот, подпираете. Вот сюда. И очень сильно надо давить. Ну, на подъемнике, конечно, это страшновато. Вот, значит, придавили его, и он тогда у вас шевелится. Его вот так пальцами раз и полоборота поворачиваете до половины. Ну, полоборотика. Раз, и он опустился. Видите, там такие штуки. Вот, он вот так на этих висит. Значит, вставили его, повернули, все, опустили, он будет висеть. Вот так. Вот. И теперь опять же так приподняли, полоборота выкрутили, все, он опустился. Все, теперь опускаю стойку, и у нас освободится верхний рычаг, он не будет давить уже нам и на нижний не будет давить. Вот, видите, даже машина аж дернулась, они настолько мощные. Короче, когда я это делаю, жопа мокрая. Так, ну вот, смотрите, теперь у нас ничего не давит. Вот, теперь можно смело его поднимать легко даже руками. Открутили нижнюю шаровую. Вот, и все, приподняли. Вот, и тогда уже полуось можно достать отсюда, шрус. Ну вот, смотрите, если вам не нужна полуось, не надо ее снимать, значит... Можно ее вот так оставить, потому что она все равно не пролезет между амортизатором и рычагом. Вот. Но я все равно буду откручивать амортизатор и сниму, потому что хочу почистить. Вот, и понабивать новой смазки. И во внутренний шрус, пыльники целые, все
Ну, по этой стороне целое все. Ну, буду, короче, снимать полуоси все равно. Так, короче, содрали мы карабас-барабас. Вот, что тут у нас такое? Здесь что-то валяется, какие-то пружинки. Вот. Какие-то втулки. Достанем. Такое, как стопорная втулка стартера. Вот это со стартера кольцо. Вот какой-то кусок металлический еще есть. Так, стартер. Какой-то кусок металлический. Пружинки. Сильно таких не помню, но как стопор. Вот. Потом, видите, провалила, дырку сделала. Ага. Вот оно и было. Это стопор отсюда. Ага, это очень плохо. Так. И провалила вилку. Так выжиму еще. Вот, смотрите, уже здесь вот дотрагивалось. Вот поэтому такое ощущение и было у них, что именно выжим изменился, другой стал. Вот, ну, здесь дырка. Вот, выжимной просажен уже, ямка большая. Вот, ну, понятно, что он будет, вот, гудит не сильно, но гудит. Дальше. Ну, направляющая так себе, не очень. Вот, направляющая здесь, нет, здесь отдельно направляющая, по-моему, и сальник, не помню, надо будет снять, посмотреть, но вроде бы да. Вот. Так, дальше смотрим. Да, кстати, вот когда я снял стартер, вот эта втулочка, вот она здесь валялась. Вот, а когда снял стартер, вон, видите, в стартере внутри, там осталось колечко и лопнутая на 3 части втулочка. Вот, там втулка, даже на 4 там части. Вот, и вот это кольцо, оно должно быть вот там. Ну, оно должно быть защелкиваться туда. Но оно выскочило, потому что разбило, скорее всего, втулку. Вот. Короче, втягивающее надо менять, потому что вот уже сальник на сторону. Вот. И втулочку тоже. Ну, втулочка она со втягивающим идет. Она даже болтается по сторонам. Вот. Ну, как бы по стартеру вопросов не было, но я думаю, вот-вот уже было. Но он уже такой ржавенький. Как бы надо тоже его обслужить сразу. Так, ну это будем разговаривать с хозяином. Я думаю, скажет, что делать. Так, дальше. Вот, сцепление стояло валио. Вот, и видите, какая уже, прям тут от лепестков уже почти ничего не осталось. Там тоненькие уже, и какая большая уже выработка. Вот. Ну, я думаю, что по диску там будет еще так себе, более-менее нормально. Вот. Потому что по жесткости сцепление было не жесткое, вот, и нормально оно работало. И не буксовало ничего. Ну ладно, сейчас открутим, посмотрим. Так, я посрывал. Вот, теперь пневмотрещоткой маленькая. Головка на 9, многогранка. Надо. Вот, больших у меня нету таких. Не, есть набор. Ну, или накидной ключ. Ну, маленькая, удобно.
Да, от пыли слишком сидит на направляющих. Много пыли. Ну что, как я и говорил, в принципе, поэтому еще можно было ездить. Да, не супер, конечно, оно там уже. Ну, еще до заклепок, ого-го. Вот. Есть, конечно, такой небольшой износ пружин, но всего лишь только двух вот этих. Эти как-то не так. Почему так? Хотя все одинаково работают. Или то ли эти две как-то где-то доставали, но не видно. Да не, нормально. Ну, конечно, вот, немного, вон, видите, они разбиты чуть-чуть. Вот. И это такая же. А эти вот даже не крутятся две. Почему-то так. О, он чуть-чуть провернул, тоже есть немножко. Ну, по диску, если бы не вилка, что провалилась, то можно было бы на нем еще ездить. Все-таки смотрите, как я и говорил, даже с таким пробегом оно стоит оригинальное еще. Сейчас, где тут? Так, короче, да, все стояло оригинальное. Вот, корзинка тоже. Вон, Audi, Volkswagen, значки. Вот. На камеру плохо видно, там фотки прикрепим потом. Будет хорошо видно на них. Там номера, все. Ну ладно, снимаем маховик, смотрим дальше, что там еще. Так, ну если что, маховик тут по-другому не поставишь. Видите, здесь смещение двух болтов близко, он становится в одном положении. Ого! Вот это вот. Видите? Какой он мокрый! Я же сразу думал, что это потек сальник и намокло сцепление, когда он мне позвонил и сказал, что сцепление как-то изменилось. И заодно сразу сказал, что и масло, говорит, где-то потекло. Так, вот видите, почему я снял полностью сальник с крышкой. Потому что, ну, все равно мне придется... Короче, он идет на этом моторе, это машина 98-го года. Вот, и он идет уже залитый в крышку. Он идет с корпусом. Вот, и сразу за место прокладки прорезиненная такая вот, ну, здесь канавка. Вот, так что... Ну что, тоже все оригинал. Значки Audi, Volkswagen, номера. Вот. Короче, сальник идет вот так, как он есть. Ладно, на сегодня хватит, а то грязные тут черты. Завтра поедем. Ну, посмотрим там, или закажу, или сгоняем на рынок, как раз немножко и развеемся, а то задолбало уже сидеть с закрытыми воротами, холодно на улице. Так что надо хотя бы где-то хоть на людей как посмотреть, короче. Ладно. Все, значит, все приехало. Вот, смотрите, короче, сцепление это приехало быстро. Вот, вот номер сцепления. Это двигатель АБЛ. Вот. Ну, коробка, не знаю номер ее. Ну, короче, вот такой комплект люковский. Вот, выжимной. Выжимной здесь Ина. Да, вот. Ина. Диск, корзина. Да, ну, конечно, по сравнению со старым диском, то этот намного толще.
Так, вот, ладно. Это быстро приехало. Ну, а остальное... ну тут еще сальник. Тоже сальник идет с крышкой, как я и говорил. Но только теперь, видите, здесь он будет, который без пружинки графитовый, с обоймой. Вот. И какое же здесь отличие? Вот здесь резина. Вот. На том оригинальном здесь было алюминий полностью и пружинка была. Вот. Ну, таких сальников нету. Вот только такой. Они делают и Виктор Рейнс, и Картека, и Элринг. Все они одинаковые. Вот, если что, вот его номерок. Где он тут? Нет, не это, но... А черт его, наверное, вот этот вот. Вот это, наверное, номерок. Сальник тоже не дешевый, потому что он идет с крышкой, не так, как на старых. Ну, если бы была крышка, можно было просто в крышку перебить сальник. И все работало, как на старых. Вот, ну вот, а вот по поводу вот этих мелочей, которые там переломало, вот эти вот мы долго ждали. Вот это номер этого пальчика. Вот эта пружинка, которая, ну, без номера, ее продали без упаковки, вот так вот. Вот, а пальчик вот он. Откроем его, посмотрим. Вот такой. Здесь напайка пластиковая. Вот. Ну, ее, короче, раздолбал, а вы уж все видели там. Вот. Ну и вилка. Ну, была именно такая, вот GP Group. Вот ее номер. Ничего не было получше, но я думаю, это тоже будет ходить. Вот такая вилка. Вот она. Вроде сделано качественно. Ну что ж, штамповка, я думаю, что с ней будет. Ну, вроде как металл, так ничего. Вот. Ну вот и сюда пальчик этот. Короче, вот такие вот запчасти. Ну там еще куча запчастей, там пол машины еще запчастей. Вот ГРМ именно на этот двигатель. Вот такой номер иновский. Вот сам ремень. Вот такой. Вот. Ну и в комплекте у них хороший комплект. Вот сразу идет ролик и болт коленвала, шпилька, гайка и шайба. Вот, как бы. Так, ладно, сейчас смотрите, как будем делать. Здесь все моем, чистим, обезжириваем. Вот. Нам же надо еще прокладку поддона менять. Значит, эти болты я не буду закручивать, так как у нас сейчас мотор стоит на стойке. Вот, все равно же я не могу это сделать сразу. Значит, все это дело здесь чистим, обезжириваем. Ставим сальник. Здесь никакого смещения не будет, потому что здесь направляющая есть, все нормально. Ставим, но не прикручиваем задние болты. Вот. Потом, когда поставится коробка, снимаем поддон и меняем прокладку поддона. Так, смотрите, все вычистили, да. Нужно обезжирить полностью все, и коленвал, все, чтобы нигде не было масла, ничего, сухо. Потому что этот сальник, он ставится на сухую. Вот. Нельзя его ничем смазывать, потому что потечет. Вот. Все, и теперь так с обоймой его потихоньку ставим. Конечно, с прокладкой этой будет неудобно, но надо постараться.
как-то туго идет на направляющие. Ну вот, все, видите, он уже зашел. И все, эту обойму снимаем. Ну и все, и обжимаем болтики. Так, смотрите. Короче, мажем болтики по небольшой капельке резьбового гермета. Вот, опять же, мажем их не для того, чтобы они не открутились. Вот. А там сквозное отверстие в коленвал. Там тоже все обезжириваем. Ну, в этом коленвалу резьбу всю продуваем. Болты тоже обезжириваем, продуваем. Вот. Ничего страшного, что там остается немного старого гермета. Вот. Так что я же говорю, мы мажем их не для того, чтобы они не открутились, а для того, чтобы не текло масло. Потому что у меня вот знакомый снимал 6 раз коробку себе на гольфе и не понимал, в чем дело. А он, один болт у него упал в яму. И он думает, ну здесь же их много, будет держаться. И все. И он сколько раз ее снимал, и так он и не понимал, в чем дело. Вот. Еще такие из нюансов, все. Надо все плоскости, вот эти, все прилегающие плоскости, надо очень хорошо вычистить. Видите, я все повычищал. Вот эти все. Где что прилегает. Вот, любую ржавчинку, все повычищать. Так, все, ставим маховик. Вот смотрите, сюда на край резьбового гермета, а на болт капельку масла. Ну, в смысле, не на болт, на юбку. Вот, чтобы будем зажимать, оно будет тогда скользить. Вот. Сюда гермет, сюда масло. Все. Ставим. Ну, ставится он в одном положении. Здесь не ошибетесь. Так, все, ну, маховик обезжирил, корзинку обезжирил. Вот, обычным очистителем карбюратора. Ой, карбюратора, тормозных дисков. Black Edition. Все, так. Значит, ставим. Я там уже в прошлых видео показывал. Значит, я говорю, с английским у меня вообще никак. Ну, короче, где-то я там когда-то увидел или перевел, не знаю. Короче, вот эта фигня, что тут написано, да, Get сайт. Или как она называется. Короче, это название сторона коробки. Значит, мы ставим его вот так. Получается, этой стороной ставим к двигателю, это сторона коробки. Так, все, с болтиками процедура та же, но резьбовой гермет там вообще просто точечку, ну и маслицем шляпки. Вот, значит, центровки, короче, я уже тогда рассказывал, у меня их куча разных, есть пластиковая, которая зажимается там с разными конусами, ну, блин, не пользуюсь я ими, не знаю почему, всю жизнь ставлю, либо пальцем туда, либо так на глаз, и ни одна коробка не выделывалась. Вот. Ну, бывает, когда что-то подходит, то засовываю. Вот. Ну, например, головка длинная на 14. Вот, смотрите, как она туда плотно. Раз. Вот. Нету даже люфта в ней. Вот. С набора. Вот. И сюда тоже она входит. Вот. Но есть немножко такой люфтец. Но это ничего страшного. Вот. Потому что у нас получается вот эта часть, да, вот, видите, он немножко ходит там. Вот. И там где-то какие-то миллиметры, если собьем, ничего страшного. Вот. Ну да, конечно, здесь будет тяжело. Во-первых, коробка тяжелая и мелкий-мелкий шлиц. Здесь надо поточнее центрировать. Ну, много раз так уже делал. Так что все, вот так вот ставим его. Вот. А, еще что, как бы никогда не замечал, что оно становится в каком-то положении, да, всегда оно становилось там вот на направляющее, всегда попадало, ну, хорошо, смотрите, вот так я ставлю, вот, идеально становится прям на все направляющие,
ставлю вот так. Вот, смотрите, он не совпадает. Вот видите здесь насколько. Вот. И также и еще одна та верхняя. Потом, ну получается здесь, в общем, 3 положения. И в одном только она становится. Вот тоже, видите, там совсем-совсем чуть-чуть не совпадает. Вот. А получается ставлю вот так. Вот, все становятся классно. Не знаю. Вот, видите, все стало. И вот по направляющим прям вот хорошо стало. Все. Вот есть какой-то люфтец, я немножко где-то тут подровняюсь, где-то как-то здесь подсмотрю. Ну, короче, так. Все, коробку здесь вымыли. Направлялку поменяли с сальником. Все-таки, да, я вспомнил, она идет сразу направляющая вместе с сальником внутри и резиновым колечком маленьким. Вот. Еще. Все так, шлицы с слегонца смазываем чуть-чуть. Здесь много не надо, совсем-совсем так. Вот. И побольше смазки. Ну как, не то что побольше, а вот сюда. Все. Вот. Естественно, сюда на пальчик. Ну, все. А, потом еще нужно будет вот сюда. Вот так сделать. Потому что здесь такие полукруглые места. Вот. И они вот здесь как раз такие трутся. Сильно много не надо, потому что ну, нету смысла. Оно все равно здесь пылью прилипает. Все. Так что больше намажете, больше разбросает по внутри коробки по сцеплению. Так что нету смысла никакого. Прям наваливать. А, все, пружинку поставили, вот она. Вот сюда немножко валим мазутки. Вот, и сразу сюда тоже, потому что потом будет через отверстие неудобно, куда цилиндр упирается. Вот, сразу сюда поставим. Так, ну и теперь защелкиваем выжимной. Здесь такие язычки, ну, аккуратно тоже, чтобы они не сломались. Ну вот, получилось вот так. Защелкнулся он, и вот его ход вот такой. Вот. Все, теперь просто ставим его на направляющую. Вот, и пружинку эту защелкиваем. Ну, ее можно... О, блин, неудобно. Можно вот здесь немножко раздвинуть ее. Вот, и тогда она хорошо защелкивается туда. О, видите? Все, защелкнулось. Вот, ну и вот его будет вот такой ход. Все, вилку установили, туда до конца ее затолкнули. Вот. Я сразу помазал вот здесь вал, видите, туда напихал смазки, потому что часто тоже туда грязь попадает, все, сальничек. Вот. Сразу сюда. Ну, короче, все, коробка готова к установке. Вот, резиновое колечко это. Лучше его сразу не ставить вот сюда, потому что будете ставить, можно даже об маховик его тирануть. Вот, можно его разорвать, так что его лучше снимите и аккуратно вот этот венец, чтобы когда туда ставить. Потому что его ставить неудобно, нужно дифференциалом вниз,
Вот. Мы не сможем показать, потому что руки заняты, а камеру поставить некуда. Так что, значит, дифференциал просто куда-то нужно ворочать. Вот. Ну, мы его в самый низ, коробку поднимаем, пытаемся подсунуть, потом разворачиваем и упихиваем. Вот. Ну, я думаю, с этим уже как бы тут разберется каждый. Так что тут больше такое видео, может, кому номера нужны какие-нибудь. Поэтому я думаю, что это уже никого не удивишь заменой сцепления.